В самом центре Москвы за Кремлевской стеной стоит собор. Под его каменным полом уже 600 лет лежит гроб. Имя человека, который в нем похоронен, знает каждый школьник страны. Над этим гробом прошли цари, революции, генсекретари и 3 государственных флага. С тех пор, как гроб опустили под этот пол, крышку не поднимал никто. Веками к нему было нельзя никому. А этим летом в собор тихо пришли люди, без объявлений, без прессы, и сказали: просели плиты в полу, надо проверить. Плиты сняли, а следом подняли каменную крышку. Целый месяц об этом не знал вообще никто, зато потом из телевизора прозвучало слово «обретение». И началось движение «Патриарх», «Кремль», армия, все пришли за костями человека, который умер 600 лет назад. Сегодня выпуск про мощи Путина и про то, как их используют. Меня зовут Иван Жданов. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите самое главное. А еще можете подписаться на Вжух VPN. Это хороший VPN, и каналу помогаете. Ссылки в описании. И давайте начинать. 18 августа 2026 года. В Русской Православной Церкви сообщают: в Архангельском соборе Кремля обнаружены мощи Дмитрия Донского. Вот это сенсация. Обнаружены в соборе, где князь лежит с 14 века, под плитой, на которой написано его имя, на самой охраняемой территории страны. 600 лет все знали, где Донской, и вдруг его нашли. Выясняется, гробницу вскрыли еще в июле, тихо, под предлогом просевших плит, заодно с саркофагами его отца и его внука. Месяц об этом никто не знал. Музей Кремля, которым принадлежит собор, молчат до сих пор, говорят только церковь и чиновники. Чудо-то какое! Помощник президента Мединский. Обретение неожиданное, символичное и почти сказочное. Телеканал «Спас» говорит о втором обретении мощей. Госсайты за сутки успевают превратить один заживший след на кости то в тяжелейшую боевую рану, то в доказательство мирной кончины. Даже мертвый князь у них дает противоречивые показания. Антропологи, чьих имен никто не называет, сообщают: скелет в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости. Мужчина 35-45, рост 175. Куда за 600 лет ушла пятка святого? Единственный вопрос, который никого в этой истории даже не заинтересовал. И сразу радостная новость. Несколько фрагментов мощей уже изъяты из саркофага и переданы по храмам. Кости князя, умершего 600 лет назад, разделили и развезли по стране за неделю. 20 августа представитель патриархии объясняет, куда поедет часть святыни. К военнослужащим. Как можно скорее. Князь, говорят, защищал свободу и суверенитет Руси. Церковь эти кости уже просила. В 2007-м патриарх Алексий II обратился к музеям за частицей мощей Донского. Тогда над могилой оказался чужой саркофаг, сдвинутый еще в 19 веке. Работы остановили и ничего не вскрыли. 19 лет церковь стояла у гроба и просила хоть одну косточку. Смиренно, как положено, и воздалось, когда косточка пригодилась на войне. Теперь можно все и сразу. Вскрыть, распилить, развести. Церковь при этом не спрашивает, можно ли. Она подает заявки на фрагменты. У гроба святого образовалась очередь из 2 юридических лиц. И мы еще увидим, кто в ней главный. 20 августа в Архангельский собор приезжает Путин. Свеча, молебен, открытая рака, кадры кремлевского пула обходят все федеральные каналы. Смотрите. Итак, за одну неделю государство вскрыло гроб 600-летней давности, распилило содержимое, объявило это знамением победы и повезло кости на войну. А за день до объявления в страну отдельным рейсом прибыла отрезанная рука другого святого, Спиридона. Ее маршрут по 13 городам заканчивается в Москве, ровно в дни выборов в Государственную Думу. Похоже на средневековую хронику.
Но это новости современного времени. 20 лет государство возит по стране части мертвых тел и считает очередь миллионами. Силовики вешают в кабинетах иконы, министры дружат с шаманами, а засекреченные дети Путина носят фамилию из семейного предания. Для чего все это? Давайте разбираться. Начнем с инструкции к скелету. Мощами называют почитаемые останки святого: тело, кость, волосы, даже кровь. Ключевое свойство – частица считается тем же святым, что и целое. Поэтому Дмитрия Донского можно разделить и отправить по храмам, и в каждом храме будет лежать весь Дмитрий Донской. Удобно. Один святой, а филиалов сколько угодно. Верующие видят в частице присутствие и заступничество. Власть давно разглядела другое. Присутствие можно перевозить и еще и денежки получать. Частицу удостоверяют, кладут в опечатанный ковчег, ларец для святыни, назначают хранителя, оформляют маршрут. Реликварий часто повторяет форму содержимого. Рука хранится в золотой руке, череп в украшенной голове. Дорогой металл сам объявляет, какой фрагмент тела перед вами и какое внимание ему положено. Так у останков появляется главный документ – паспорт. Какая часть тела, кто ей владеет, откуда и куда ее везут. У большинства живых граждан этой страны биография скромнее. Гениальное изобретение. Святой один, а присутствовать может в 40 городах одновременно, целиком в каждом. Активы, которые дробятся до бесконечности без потери стоимости, в бизнесе вообще за такое сажают. Вор должен сидеть в тюрьме. Владеть правильным мертвецом всегда было очень выгодно, поэтому история мощей – это история краж. Александрия, 828 год. Двое венецианских купцов укладывают в корзину тело евангелиста Марка и засыпают сверху свининой. Мусульманская таможня к свинине не притрагивается. Так Венеция получает святого крылатого льва на герб и главную площадь. Через 260 лет моряки из итальянского Бари вскрывают в Мирах гробницу Николая Чудотворца и уходят в море. В Бари это до сих пор праздник, и называется он перенесением мощей. Перенесение – самое вежливое слово для кражи со взломом. Это Бари еще дважды сыграет в нашей истории, и даже федеральное телевидение уточняет терминологию. Отсюда мощи святого Николая просто украли. Сначала город крадет тело, потом тело задним числом голосует за новый город. Русская власть выучила эту схему у Византии вместе с хрещением и пользовалась ею исправно. Шуйский вез в Москву царевича Дмитрия, Петр Александра Невского в новую столицу, а самый радикальный эксперимент над мощами в истории поставили люди, которые в них не верили. Так они, во всяком случае, говорили. Саров. Лето 1903 года. Последний русский император несет на плече раку Серафима Саровского. Вокруг сотни тысяч паломников и кризис династии. Канонизации Николай II добивался лично. Через 2 года начнется первая революция. Через 17 к ракам придут с ломом и кинокамеры. В апреле 1919 года комиссия вскрывает мощи Сергия Радонежского под объективами Московского кинокомитета. Государство хочет, чтобы зритель увидел кости, ткань, вату и перестал видеть святого. Хронику крутят перед киносеансами. Летом 1920-го вскрытие становится всероссийской политикой. Постановление о ликвидации культа мощей. За 3 года больше 60 публичных вскрытий. Трюк строился на подмене. Пропаганда обещала разоблачать нетленное тело. Хотя, честно говоря, церковь считала мощами и обычные кости. Изъятые мощи свезли в антирелигиозные музеи. Кости Серафима Саровского в 1990 году нашли в запасниках Ленинградского музея атеизма между чучелами и наглядной агитацией. Через 4 года умирает Ленин. В руководстве спорили, что делать с телом. Вот Троцкий сравнивал затею с мощами Сергия Радонежского и спросил, а зачем партии марксистов нужно тело? Крупская в «Правде» просила не уводить печаль по Ильичу во внешнее почитание его личности.
Вдове вежливо не ответили и тело оставили. Хранил Ленина недоучившийся семинарист Иосиф Джугашвили. Отучился 5 лет в Тифлисской духовной семинарии. Это слышно. Речь Сталина на съезде Советов 26 января 1924 года построена как литургия. «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам». И рефреном раз за разом: «Клянемся тебе, товарищ Ленин». Ектиния в устах генсека. Государство атеистов начало с разоблачения чужих мощей и за 5 лет изготовило собственное. Нетленность пришлось обслуживать. К деревянному мавзолею выстраивалась очередь, потом появился каменный реликварий с лабораторией внутри и правительственной трибуной сверху. Ученые пропитывали тело раствором, заменяли поврежденные участки и следили за цветом кожи. Мозг вынули отдельно и нарезали примерно на 30 тысяч срезов. Искали анатомию гениальности. Не нашли. Институт, впрочем, работал еще десятилетия. В советской науке отрицательный результат тоже результат, если под него дают штат сотрудников. Сравнение мавзолея с мощами напрашивается так легко, но мы не будем претендовать, что авторы этой идеи. Валаам, 2018 год. Фильм «Россия-1». Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей света для православных? Просто для христиан. Когда мне говорят, нет, вот в христианском мире нет такой традиции. Как же нет? На фонд поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи. Сергий и Герман. Насколько всерьез государство относилось к своим реликвиям, показал 1941 год. Немцы шли к Москве, и 3 июля тело Ленина тайно погрузили в спецпоезд до Тюмени. В вагоне ехали также его сердце и пуля, которой стреляла Каплан. Города сдавали, реликвию сдавать было нельзя. 4 года тело пролежало на 2-м этаже сельхозтехникума с замурованными окнами под охраной. Хронику не снимали и народу ничего не показывали. Этот обряд государство исполнило для себя. В сентябре 1943 года Сталин ночью принял в Кремле 3 митрополитов и разрешил избрать патриарха, предложив действовать большевистскими темпами. Церковь вернули в строй за 4 дня. Рекорд. РПЦ до сих пор не побила его. А в 1953-м самого Сталина забальзамировали по ленинской технологии и положили рядом. Над входом выложили 2 имени – Ленин и Сталин. В 1961-м партии понадобилось вынести Сталина обратно, и сделали это через чудо, по всем правилам жанра. На съезд вышла Дора Лазуркина, старая большевичка, знавшая Ленина лично. При Сталине она прошла тюрьмы, лагеря и ссылку почти 2 десятилетия, и вот она сообщает залу, что накануне советовалась с Ильичем. Ленин стоял перед ней как живой и сказал, что ему неприятно лежать рядом со Сталином. Зал аплодировал. Атеистическая партия приняла кадровое решение на основании спиритического сеанса и оформила его протоколом съезда. Ночью 31 октября Красную площадь закрыли под предлогом репетиции парада. Мавзолей загородили фонарными щитами, а 6 солдат выкопали могилу у Кремлевской стены. А что сняли с мундира, лучше расскажет участник операции Николай Барлев. Переложили в обыкновенный гроб деревянный, пуговицы, погоны, звезду генералиссимус срезали все. Эта звезда, она там бриллианты, очень дорогостоящие. На выходе обобрали. Даже у собственного бога государства прихватило золотишко. Через 1,5 года после выноса Сталина Государственная комиссия работала уже в Архангельском соборе Кремля. В 1963-м там вскрыли гробницы Ивана Грозного, его сыновей и полководца Скопина-Шуйского. Ради науки с кинокамерой антрополог Герасимов по черепам восстановил лицо Грозного. Пленка сохранилась. Собор тот самый, где этим летом вскрыли Донского. Советская власть доставала из гробов историю, а нынешняя достает уже святыню. Помещение одно и то же, меняется только накладная. Словарь с тех пор сменился. Тело, очередь, стекло и караул остались.
При Путине к ним добавляются самолеты, спецпоезда и федеральные эфиры. 7 июня 2006 года. Аэропорт Внуково-3. Из самолета выносят пуленепробиваемый ковчег. У трапа стоит президент РЖД Владимир Якунин. Так в России встречают глав государств и правую руку Иоанна Крестителя. Черногорский монастырь отдал десницу под личные гарантии Якунина, главы госмонополии и соседа Путина по дачному кооперативу «Озеро». 40 дней, 3 страны, только в Москве больше 500 000 человек. Набор, говорящий «святыня», пуленепробиваемое стекло и железнодорожник с гарантиями. Ни одного человека от церкви у трапа не понадобилось. И с тех пор конвейер собран. Зарубежный монастырь дает святыню, фонд ведет переговоры. Дальше спецборд, губернаторы, епархии, полиция, прямые эфиры и ежедневный счетчик посетителей. Люди стоят по 10 часов, мерзнут, приводят детей. Штаб в эти же часы утверждает транспортный план, коридор безопасности, отчет по посещаемости. Гастрольный ЧОС с логистикой, охраной, спонсорами и кассой, конечно же, где билет называется пожертвованием. Выручку не публикуют и аудита тут не бывает. В 2011-м тот же фонд привозит с Афона поезд Богородицы. Маршрут по 14 городам ложится на карту 8-конечным крестом. Кто-то рисовал его прямо по линейке. В Петербурге ковчег лично встречает Путин. В Москве очередь вытягивается на 6 километров к Воробьевым горам. Работают полевые кухни и автобусы для обогрева. Для избранных отдельный вход ускоренного доступа. Про то, что тур совпал с думской кампанией, документов нет. Даты сложились в календарь сами, он перед вами. Через 6 дней после того, как очередь к поясу разошлась, прошли выборы в Государственную Думу. Еще через 6 дней страна вышла на Болотную. Пояс, как выяснилось, помогает не совсем от всего. Итог фонда. Больше 3,5 миллионов посетителей. Вместе со святыней шла программа «Святость материнства». Паломничеству выставили федеральный KPI «Рождаемость». Forbes разглядел у чуда и финансовую деталь. Банк, связанный с руководством фонда, к тому времени получил право держать свободные средства РЖД. Депозиты до 50 миллиардов рублей. Вера верой, а ликвидность по расписанию. В 2013-м крест Андрея Первозванного повезли специальным составом РЖД с вагоном-храмом. У железной дороги появился новый класс вагона – плацкарт, купе, СВ и храм. В 2017-м случается рекорд жанра. Из Бари, того самого, куда моряки когда-то увезли краденого Николая, впервые за 930 лет привозят часть ребра Николая Чудотворца. Чартер туда и обратно оплатила компания «Фосагро». Ковчег во Внуково встречал лично патриарх. Порядок ежедневно держало 1000 росгвардейцев. Официальный итог двух городов – 2 392 300 посетителей. Мощи в России считают до последнего человека. Точнее, чем голоса на выборах. Сколько вешать в граммах? А почему такая точность? Точность никогда не бывает лишней. А у проекта был человек-организатор, фамилия, которая сквозит через весь наш выпуск – Константин Голощапов. В прессе его зовут массажист Путина, в православной тусовке Костя Мощевоз. Пока ребрышко стояло в храме, на сайте объявлений продавали частицу мощей Николая Чудотворца за 65 000 рублей. Продавец честно признался. Под видом покупателя журналист его спросил, и он ответил: подтверждений подлинности нет. А в 2024-м владелец клуба «Мутабор», того самого, где прошла голая вечеринка, решил замолить грех делом и подарил храму частицу того же Николая с итальянским сертификатом подлинности. Сам он объяснил это так. Но мы говорим, что мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь всячески. Дальше выяснилось, что подпись на сертификате просрочена на 10 лет. Мощи устарели. В епархии Наварры заявили о пропаже мощей. А той же подписью сертифицированы реликвии у целого ряда российских бизнесменов.
У покаяния обнаружился серый импорт. Санкции обходят не только процессоры, но иногда и косточки. Государство тут щедрый поставщик. В 2008-м Медведев лично вручил патриарху 9 реликвий из кремлевских хранилищ, включая гвоздь креста Господня. Просто взял из музея и подарил как коробку конфет, только гвоздь. Фабрика Софрина снабжает утварью половину приходов страны. В ее интернет-магазине ковчег на 61 мощевик стоит 361 830 рублей. Кнопка в корзину. Звучит как-то богохульно. Частицы в комплект не входят. Банк «Пересвет», где церкви принадлежала четверть, рухнул в 2016-м дырой в 103 миллиарда рублей. Перед крахом из кассы исчезло около 5 миллиардов наличными. Чудо, не иначе. По подсчетам РБК, за 4 года церковь и ее структура получили из бюджета порядка 14 миллиардов. Сакральность в этой стране – целая отрасль со своим заводом, своим банком, своей дырой в балансе. Туры последних лет ведет фонд князя Владимира. У фонда общий адрес и телефон с фармацевтическим холдингом «Фармэко». А Геннадий Дюмин совмещал посты в фонде и холдинге. Его сын Алексей начинал охранником Путина, а потом отвечал за операцию в Крыму, потом губернатором стал в Туле, а теперь помощник президента. У семьи Дюминых полный доступ к телу. У отца к святому, у сына к президентскому. Пока все это похоже на отрасль с хорошей охраной, у отрасли, впрочем, нашлись другие функции, которых нет ни в одном отчете фонда. В январе 2014 года из Афонского монастыря Святого Павла выносят 28 золотых пластин с бусинами ладана и смирны. Православная традиция считает их дарами волхвов младенцу Христу. По словам организаторов, святыня впервые за 5 веков покидает Грецию в Москву, в Петербург, в Минск, в Киев. В московской очереди люди стоят около 9 часов на морозе единовременно, до 20 тысяч человек. В Киеве уже гибнут первые протестующие. Янукович теряет контроль, и к туру, который должен был закончиться, за один день добавляют Симферополь и Севастополь. Представитель монастыря объясняет, на Крыме настоял патриарх Кирилл. Тур продлили в Крым за считанные недели до захвата, по настоянию патриарха. Эта деталь еще выстрелит. Поездку оплачивал фонд Василия Великого, бизнесмена Константина Малафеева, крупнейший частный православный фонд с бюджетом больше $1 миллиарда рублей в год. Украинский этап тура обошелся, по данным самого фонда, в 13 750 000. Делегацию сопровождал Игорь Гиркин, он же Стрелков. В свите были депутаты, сенаторы, а крымская журналистка вспоминала незнакомых охранников со списками допуска, которым подчинялась даже охрана местных начальников. К святыне прилагался аппарат, который обычно прилагается к государственному визиту. Ковчег открывает двери. В Крыму делегация встречается со спикером парламента Владимиром Константиновым и тогда еще малоизвестным политиком Сергеем Аксеновым. Бывший крымский вице-премьер вспоминал разговор о том, готов ли Константинов к резким действиям, если в Киеве наступит хаос. Такие вопросы у мощей обычно не обсуждают. А тут Малафеев вспоминал, что к святыне пришли 100 000 человек, и местный священник уверял его, что все молились о русском Севастополе. У журналистки Анны Андреевской сохранилась другая картина. Люди в ее репортажах говорили: попросить мира и тепла для государства Украины. Хотим мира в нашем государстве. Две памяти об одной очереди. По словам Малафеева, с Гиркиным он сблизился во времена киевского этапа. Затем начальник охраны поехал вместе с делегацией в Крым. Что дала эта поездка, он позже опишет сам. Я познакомился с Аксеновым, поскольку казаки из Аксеновской организации охраняли дары волхвов в Симферополе. Тогда же я установил контакт с офицерами из штаба флота Черноморского, украинского Черноморского флота.
Ну, еще ряд провел встреч. Ну, тогда же познакомился с Аксеновым, поскольку казаки из Аксеновской организации охраняли дары волхвов в Симферополе. Тогда же я установил контакт с офицерами из штаба флота Черноморского, Украинского, Черноморского флота. Через несколько недель российские военные без знаков отличия захватили парламент и правительство автономии. Святыня вернулась на Афон, а через 2 с лишним месяца ее охранник вошел в Славянск с вооруженной группой. Малафеев называл свою роль духовной. Гиркин говорил, что к тому времени ушел из спецслужб. У всех участников этой истории безупречное объяснение и одна война. Украинская СБО описывала этот визит как разведку под церковным прикрытием. В декабре 2014-го Путин сам объяснил Федеральному собранию, почему Крым для России сакрален. Вот его формула. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Сакральностью теперь оправдывают территорию. Самое время посмотреть, из чего сакральность сделана у самого двора. 9 мая. Красная площадь. Кабриолет министра обороны выезжает на парад через Спасские ворота и замирает. Шойгу снимает фуражку и крестится на надвратную икону. Ритуал теперь повторяется с 2014-го, и его же унаследовал следующий министр вместе с должностью, кабинетом и войной. Парад Победы начинается с крестного знамения. Атеистическое государство закончилось. Дальше выясняется, что святые в этом государстве расписаны по ведомствам, как кураторы из ФСБ или администрации. Росгвардии достался князь Владимир, тюремной службе преподобный Пимен Угрешский, причем святого для тюремщиков у патриарха 2024 попросил лично директор ФСИНа. Написал заявку, получил покровителя. В январе 2025 указом Кирилла собственный главный храм получил Следственный комитет по образцу главного храма армии. Зато храмов сразу 2. Церковь Софии Премудрости у Пушечного двора, которую восстановили при содействии конторы, и на освящение Николай Патрушев вручал патриарху символический ключ, и домовый храм Покрова прямо при ведомстве на Большой Лубянке. Это открытые данные с сайтов самой спецслужбы и епархии. Все как положено. Явка, пароль, приход. У нелегальной разведки СВР есть и своя чудотворная икона. В закрытом поселке для генералов службы стоит храм умягчения злых сердец, построенный на деньги криминального авторитета из Балашихи. Звонарь получил дипломатический паспорт и сопровождал икону в мировых турне. Карьерная траектория эпохи. Звонарь с дипломатическим паспортом. Хранители уверяют, что образ спасает от болезней и пуль. Через 10 дней после вторжения они объявили, что икона замироточила. В церкви уточнили, что за жидкость, непонятно, ее не исследовали. Чудо, не иначе. Технику окропляют штатно. Ракеты, пусковые остановки, спутники. В 2017 году на Восточном осветили ракету со спутником «Метеор». Спутник упал в океан. «Метеор» пополнил подводную группировку. Протодиакон Кураев предложил лишать таких священников сана за профнепригодность. Окропил – гарантирую. Оккультный отдел был и у Генштаба. С 1989 по 2003 год в Минобороны работала войсковая часть 10003. Военные экстрасенсы со статусом управления Генштаба. По штату 2 генерала и 8 полковников. Единственная часть российской армии, которую невозможно обвинить в поражении. Ее победой нельзя проверить. Один из участников программы сам объяснял, как проходил отбор. Вот его школьный метод. Я практически никогда не учил билеты. Выходил из тела, оказывался в завтрашнем дне, читал билеты, возвращался, тормошил тело, читал ответы. Командир части, генерал Савин, потом рассказывал, как его люди телепатически допрашивали пленных.
А генерал ФСО Ратников из охраны президента объяснял в правительственной российской газете, как сканировал подсознание Мадлен Олбрайт по фотографии и обнаружил там патологическую ненависть к славянам. Без разговора с ней, по фотографии. Часть расформировали, а интервью осталось. У Ельцина было не хуже. Заместитель начальника его охраны, генерал Рогозин, прозванный кремлевским Нострадамусом, составлял президенту астрологические прогнозы и открыто рассказывал, что вербует людей, читающих мысли на расстоянии. Традиция, как видим, ведомственная и преемственная. Освещает в этой стране вообще все. Боевые ракеты, серверы, урны для голосования. Урны особенно предусмотрительно. В середине 2000-х Шойгу приводит Путина на Алтай и познакомил с понтовыми ваннами. У живых моралов весной срезают наполненные кровью рога и делают из них экстракт молодости. Доказательств пользы, конечно, нет, но Путину понравилось, он возвращался. Президент ядерной державы лежит в отваре из отпиленных оленьих рогов. Снаружи стоит охрана, внутри вечная молодость по цене оленя. Мода пошла по вертикали. Экстракт для руководства «Газпрома» раз в год возили в Москву бизнес-джетом. «Газпром» мечты сбываются. Для главного тела построен отдельный ковчег. Бронепоезд с вагоном СПА, кабинет косметолога, аппараты радиолифтинга и ИВЛ. Часовни в поезде, судя по документам, нет. Вопросы вечности в дороге все-таки решает медицина. Вера верой, но радиолифтинг надежней. Про шаманов двор рассказывает сам. Бывший банкир ближнего круга Сергей Пугачев вспоминал в интервью слова самого Путина, что у Шойгу на даче какие-то шаманы были и заклинатели тоже. И добавил: слава богу, что ты в его гараже не был. А он мне говорит: ты у него в гараже был? Я говорю: нет, в гараже я у него не был. А что в гараже? Он говорит: ой, ну слава богу, что там не было. Я уже не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-нибудь жертвы приносили. Что стоит в гараже министра обороны, история так и умалчивает. Шаманское сообщество тоже встроено в вертикаль. В 2022-м российские шаманы провели массовый обряд в поддержку войны, а когда якутский шаман Габышев пошел пешком на Москву изгонять демона из Кремля, его задержали ночью на трассе, завели дело об экстремизме и отправили на принудительное психиатрическое лечение. Шаманизм – уважаемая традиция, если это за победу. А если шаман идет выгонять демона из Кремля, это уже психиатрия. Причем государство само выбрало, что считать бредом. Про демона в Кремле – бред. Про икону, которая останавливает пули – официальная позиция ведомства. За 2 месяца до выборов 2018 года Путин впервые под камеры окунулся в крещенскую прорубь. В 23-м прошел по Дивиевской канавке, которую, по преданию, не перескочит Антихрист. А на Рождество 26 года случилась обычная рокировка. Главную службу в храме Христа Спасителя Путин пропустил и уехал в гарнизонный храм на базе военного спецназа. И вот что он сказал военнослужащим. Вот и войны России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию защиты Отечества и ее людей, спасения Родины. В всех этих маршрутах, публичных и закрытых, есть диспетчеры. И начинать надо с Псково-Печорского монастыря. Здесь жил архимандрит Иоанн Крестьянкин, самый почитаемый старец страны. При Сталине его взяли ночью, провели через Лубянку, Лефортово и Бутырку и дали 7 лет по 58 статье. Отсидел 5. Лесоповал, Каргополь, Лак. Реабилитировали только в 89-м. 2 августа 2000 года, в первый свой президентский год, к нему в келью приехал подполковник той самой конторы, которая его сажала, и провел там час. Келейница вспоминала. Вошел серым от усталости, а выйдя повторял: «Я не ожидал этого, совершенно не ожидал». Что именно случилось в келье, оба унесли с собой. А через 10 дней утонул Курск. В книге почетных гостей осталась запись: «Возрождение России немыслимо без усиления нравственных основ общества». У Крестьянкина был духовный сын, выпускник сценарного факультета ВГИКа
Георгий Шевкунов. В монашестве Тихон. По диплому сценарист – это лучший диплом в нашей истории. Сюжет он выстроил безупречно. Возродил Сретенский монастырь, написал бестселлер «Не святые святые» тиражом за 2,5 миллиона, снял «Гибель империи», «Византийский урок», фильм о том, как Византию погубил Запад и построил по стране парки «Россия. Моя история». Одни и те же руки пишут стране прошлое, подбирают ей будущее. Медиа зовут его духовником Путина. Сам он отвечает: такого человека не существует в природе. Вот бывший банкир Пугачев утверждает, что именно он привел Путина к Тихону в Сретенске еще в 1996 В перехвате, опубликованном СБУ, Малафеев между разговорами о деньгах для Донбасса роняет: мы сейчас находимся в поездке с отцом Тихоном. А в октябре 23-го Синод отправил Тихона митрополитом в Симферополь. Сакральную землю доверили человеку, которого называют духовником. Сценарист получил землю. Главная приемная двора располагалась в Переделкине. Келья схиархимандрита Илья. Биография, как из житья. Орловская деревня, Постриг, Печоры, потом 13 лет на Афоне, потом духовник возрождающейся Оптиной пустыни. После избрания Кирилла патриархом Илии поручил должность, которой нет в церковных документах – духовник патриарха. Штатное расписание под нее не писали, зато приемная работала лучше, чем у министерств. Позже Путин объяснял, что вынес из встреч с обоими. Да, я встречался и с одним старцем, и с другим, общался с ними. Они очень глубокие люди были. Очень глубокие, искренние. И в то же время с твердым внутренним стержнем и характером. За одну страстную неделю к нему приезжали 40 генералов. В очереди отмечались губернаторы, главы администрации президентов. Духовными чадами называли жену премьера Медведева и вице-премьера Шувалова. А доступ к старцу контролировал отдельный бизнесмен. У Благодати появился офис-менеджер. Глава «Газпрома» Миллер помогал строить старцу православный центр. Движению Илья жертвовали по 400 миллионов в год. Я много лет расследую этих людей, и в очередь из губернаторов к старцу верю сразу. Набожность здесь ни при чем. К старцу чиновник едет за тем же, зачем в приемную администрации. Считать сигнал. Куда подуют? Вера тут – это лишь вторичная. Перед выборами 2018-го старец агитировал за Путина. Тот, по его словам, пришел молитвами святых отцов. Был и внешнеполитический эпизод. В конце 2013-го Кремль просил Илья слетать в Киев и уговорить Януковича. Старец отказался. Единственный в этой истории человек, который отказал Путину и ничего за это не получил. Умер он в марте 2025-го. Отпевали его лично патриарх. За гробом стояли губернаторы. Хранили как министра, хотя формально он не занимал никакой должности. А вот еще Боровский монастырь. Там старец Власий, духовник монастыря, диагностировал болезни по глазам. Методика называется иридодиагностика. Доказательной медицине неизвестно. В 1998-м сам заболел раком и ушел на 6 лет в затвор на Афон. Вернулся в 2003-м. Репутации целителя. Записывались за недели. Чиновники попадали без очереди по протекции силовиков. Даже к благодати в этой стране есть вход старца. Одному визитеру старец пообещал пост вице-премьера. Прогноз не сбылся, но прием продолжился. В этом кабинете за неверные прогнозы никого не увольняют. Умер целитель в 2021 от ковида. Для коллективных практик есть Афон. После паломничества Путина в 2005-м его массажист Голощапов и полпред чекист Полтавченко создали русское афонское общество. На гору потянулись Якунин, Ротенберги, Сечин, Чемезов. А в русский монастырь, по оценке «Новой газеты», вложили до $500 миллиарда. $500 миллиарда в место, куда женщин не пускают 1000 лет. Деньги, как выяснилось, можно пускать. Сенатор Турчак поднялся на вершину Святой горы со словами ЗВДВ.
Никто, кроме нас. Афонские монахи тысячи лет поднимались туда за благодатью, а оказалось, можно и за ВДВ. В 2016-м на тысячелетие русского Афона приехал сам Путин, и его поставили на резную стасидию в главном храме, на место, куда веками ставили почетнейших гостей. Госканалы сняли это так, что полмира написал: «Путин взошел на трон византийских императоров». Кремль, конечно, не возражал. Чего тут возражать? Следующее поколение выбрало Дивеева. Попечительский совет монастыря с 2003 года возглавляет Сергей Кириенко, куратор внутренней политики Кремля. Главным ктитором, то есть жертвователем, называли Мишустина. Министр обороны Белоусов крестился в 47 лет и прислуживал в алтаре. Министр обороны прислуживает. Паломники обходят святую канавку, которую по пророчеству не перескочит Антихрист. В сентябре, как я и говорил, прошел там Путин. Прошел спокойно, возможно, это был двойник Путина. Дивеевские завсегдатые рассказывали, что до мятежа сюда ездил и жертвовал Пригожин. Канавка его не уберегла. У самого Кириенко при этом есть и параллельный светский культ. Это методология Щедровицкого, выпускников игр которого он является. Критики зовут методологов сектой во власти. Одному куратору внутренней политики принадлежит сразу целых две религии. Диверсификация – основа устойчивого портфеля. По итогам этих лет я могу сказать одно: это работает, это дает результат, это приносит плоды. Есть спрос и на радикалов. Схиегумен Сергий. 13 лет колонии за расправу над человеком, потом постриг, потом собственный монастырь на Урале. К нему ездили депутат Поклонская и хоккеист Дацук. Росгвардия официально подтверждала, что Золотов бывал в его местах. Директор Росгвардии у духовника, отсидевшего за расправу. Ведь никто в этой фразе не видит ничего такого. Потом Сергий захватил монастырь, отрицал ковид и проклинал начальство. Коронавирус – это сатанинский, масонский ритуал порабощения всего человечества и водворения всех людей в царство Антихриста. И уехал обратно в колонию по знакомому маршруту. Старцев государство сортирует просто. Правильным – генералы, неправильным – этап. Над всеми жрецами верховный. Дед патриарха Кирилла, машинист Василий Гундяев, прошел советские тюрьмы и Соловки. Семейная формула гласит 47 тюрем и 7 ссылок. А внук выбрал другой маршрут. С 1971 года молодой иеромонах Кирилл представлял патриархию в Женеве. Потом десятилетиями руководил церковной дипломатией. Церковью в СССР занималась госбезопасность. В КГБ существовало 5-е управление, идеологическое, и в нем отдельный 4-й отдел по духовенству. Каждая загранпоездка священника согласовывалась с конторой. Ну, церковь, какая церковь, я скажу. Это церковь, по существу, кто знает историю, создана Берием в 1943 году вместе со Сталиным. Это представители госбезопасности, и, к сожалению, они сейчас остаются в власти. Это агентурная церковь. А когда в 1992-м парламентская комиссия ненадолго заглянула в архивы Лубянки, оттуда посыпался целый иконостас агентурных кличек: Аббат, Адамант, Дроздов. Дроздов, будущий патриарх Алексий II. Позже в эстонском архиве КГБ нашлось его учетное дело. Завербован в феврале 1958-го. Основа вербовки – цитата из документа «Патриотические чувства». Кличку взял из биографии. Студентом академии он писал работу о митрополите Филарете Дроздове. В 2023-м в рассекреченных досье швейцарской федеральной полиции всплыл и Кирилл. Псевдоним Михайлов. Сам он, конечно, все отрицает. А вот в город Женеву, куда простого советского человека не выпускали под страхом статьи, иеромонах уехал в 24 года и сделал там карьеру. Мирская биография у патриарха тоже яркая. В 90-е структуры при его отделе ввозили сигареты как беспошлинную гуманитарную помощь. Около 8 миллиардов штук за 8 месяцев. 96-го года только одного.
8 миллиардов сигарет гуманитарной помощи, но, видимо, страна задыхалась без табака. Табачный митрополит, так его прозвали. А в 2012-м пресс-служба заретушировала на его руке часы бригет за $30 тысяч, но забыла стереть отражение в лакированном столе. Этими идолами становится богатство, наслаждение, потребление, власть, деньги. В том же году суд взыскал с соседа патриарха по дому на набережной почти 20 миллионов рублей за строительную пыль, осевшую в патриаршей квартире. Крупнейшая статья ущерба – 14 миллионов за очистку библиотеки. Сосед, бывший министр здравоохранения, священник и хирург, продал квартиру в Петербурге, чтобы расплатиться за пыль. Но в нашей истории не хватает еще одного. Золота не может быть слишком много. Константин Голощапов, мы его уже упоминали. Костя Падре, массажист Путина, Костя Мощевоз. Начинал массажистом, стал сооснователем СМП банка вместе с Ротенбергами. Проработал в управделами президента, возглавлял исполнительную дирекцию Русского Афонского общества. Руки, которые разминали спину будущему президенту, теперь носят ковчеги. В некотором смысле карьерный рост в пределах той же анатомии был при теле и остался при теле. Это он организовал принесение ребра Николая из Бари в 2017-м. Те самые 2 392 300 человек. Гражданин России, Греции, Хорватии на хорватском острове Шипан у семьи имения 16 века, 5 гектаров, оценка 40 миллионов евро. Массаж, как выясняется, самая недооцененная отрасль российской экономики. Николай Чудотворец сделал Голощапову чудесную итальянскую жизнь. Вокруг Барийского проекта выросли дома по принципу паломнической гостиницы, юристы, связи. Сын купил отель в Кальяре в 2014-м. Консорциум, за которым итальянская пресса видела деньги Ротенбергов, выкупил из банкротства футбольный клуб Бари. Сделку сорвали санкции, а публичные интересы российских друзей представлял человек, в котором болельщики узнали Голощапова. Дружил он и с митрополитом Илларионом, главой церковного МИДа, и помогал его карьере. Скоро эта дружба обоим дорого обойдется. В июне 2022 к Мощевозу пришли с обысками дело о хищениях на контрактах Петербургского водоканала. Около 40 адресов за день. Через 3 дня после обысков умер его 29-летний сын. Голощапов уехал из страны, благо паспортов у него хватает. Следом посыпалась и церковная ветка. Иллариона сняли с церковного МИДа и отправили в Будапешт. В дипломатии это называется посол в почетной ссылке. В декабре 24-го Синод почистил его на покой в Карловы Вары с формулировкой, которой в церковных документах не бывало никогда. Несоответствие быта образу монаха. Быт монаха, не соответствующий образу монаха. Это надо было умудриться сформулировать. Его там поймали с неким порошком. К тому времени гремели обвинения его бывшего келейника. Митрополит все отрицает и обещал судиться с сквернословами. Вернулся Голощапов эффектно. На Пасху 23-го года с благодатным огнем от гроба Господня. Огонь в Россию десятилетиями привозила одна структура – фонд Андрея Первозванного. Делегацию традиционно возглавлял Якунин. А в ту ночь огонь впервые привезли в храм Христа Спасителя к самому концу службы. Дело в том, что самолет сел около часа ночи. Причин задержки никто не объяснял. Огонь ехал вместе с опальными Якуниным и Голощаповым, и охрана не пускала их к Путину. Благодатный огонь кружит над Москвой, потому что у сопровождающих проблема с допуском. Чудо есть, пропуска нет. Питерская часть истории начинается с клички антиквара. Илья Трабер. В 80-е торговал антиквариатом, в 90-е контролировал морской порт Петербурга, а затем нефтяной терминал в Услуге. Его связи с Путиным времен мэрия описаны испанской прокуратурой. Человек с клички Антиквар полвека остается самой современной фигурой петербургской экономики. Правда, сейчас, в июне 2026-го, Трабера арестовали по делу об организации расправы над хозяином Выборга
Александром Петровым. И с тем свели счеты у его собственной бани еще в 2020-м. Деталь для полноты картины. Петров – отец Василия Петрова, первого российского пилота Формулы-1. Сын гонял по трассам Монако. Отец погиб у той самой бани под Выборгом. Российская элита в одной семье. Среди доказательств показания сотрудника, вернувшегося из украинского плена. Человек съездил на войну и привез оттуда показания на босса, показания на антиквара, дал им мощевоз. У них давний конфликт. И именно после этого Голощапову разрешили вернуться в большую игру. Если это все правда, то устроено все как в 90-е. Хочешь вернуться в дело – сдай конкурента. Только дело теперь называется «принесение святыни». Игра называется так. Тур Десница Спиридона Тримифунтского. Август-сентябрь 2026. Руку святого привезли с Корфу 17 августа, за день до объявления о мощах Донского. 30 городов. Финал в Москве ровно в дни выборов в Госдуму. В официальных анонсах греческий митрополит комиссии патриархии, госкорпорации и фонды. Фамилии Голощапова там нет вообще. Упоминать его запрещено. Но организатор он. И на мероприятиях он сидит в первом ряду. На кадрах тура в первом ряду действительно сидит человек вообще без подписи, а лицо узнаваемое. Нет. И я не вижу. А он есть. Человек, у которого нет в титрах, но который сидит в первом ряду, собственная премьера. Вот целая жизнь, прожитая между баней, банком и ковчегом. Массажист становится мощевозом, мощевоз – невидимым продюсером государственных святынь. Имя святого, с которым он вернулся – Спиридон. И у этого имени в семье Путина своя отдельная история. Путин рассказывает, что мать тайно крестила его в конце 1952 года в Ленинградском Спасо-Преображенском соборе, спрятав это от отца-коммуниста. В 2016-м он публично предположил, кто именно его крестил. «Похоже, ваш отец меня крестил», сказано патриарху Кириллу. Отец патриарха, священника Михаил Гундяев, действительно служил тогда в Ленинграде. Проверить это невозможно, но в личной мифологии президент и патриарх повязаны с младенчества. Государство и церковь тут ни при чем, повязаны семьи. Вторая семейная реликвия – это алюминиевый крестик. Мать попросила осветить у гроба Господня. В 96-м сгорела дача, и рабочий, разбиравший угли, принес крест целым. Эту историю Путин рассказал Ларри Кингу на CNN, а потом Джорджу Бушу при первой встрече, после чего Буш сообщил миру, что заглянул ему в душу. В 2025-м фильме к своему 25-летию у власти Путин впервые показал кремлевскую квартиру и в ней домашнюю церквушку, комнату с иконами, Казанская у входа. Правда, в квартире этой Путин не живет, об этом он не сказал. На Валаам Путин гоняет почти каждый год, как правило, к 11 июля, дню основателей монастыря. Книга «Царь собственной персоной» предлагает объяснение привязанности. В 1996-м, после поражения Собчака, Путин, вероятно, пережидал на острове прокурорскую проверку и с тех пор возвращается в те же даты, как на личную годовщину спасения. У страны Пасха и Рождество, а у него день, когда пронесло. Визиты закрыты. В 2017-м из кремлевской хроники вырезали кадры, где на заднем сиденье его машины сидит спутница. Государственная тайна на заднем сиденье. А в 2008-м на острове осветили Владимирский скит, резиденцию патриарха с храмом князя Владимира и пределом святой Людмилы. Владимир и Людмила Путины. А у Путина уже к тому моменту была Кабаева. Развод, впрочем, посвящение не отменил. Святые остались женаты в церкви. Во дворце под Геленджиком тоже изначально планировался храм. В 2021-м расследование показало интерьеры с золотыми двуглавыми орлами и крестом под гербом. В прессе осталось только назвать зал тронным. А в 2024-м тайная съемка показала, как дворец изменился. Вслед за хозяином прям. Казино, стриптиз и зал игровых автоматов убрали, и теперь на их месте церковь.
казино, стриптиз, игровые автоматы и теперь храм. Дворец прошел тот же путь, что и страна, только быстрее и еще с ремонтом. В иконостасе 3 фигуры – Богородица, Христос и князь Владимир. Иконописцы удивлялись, справа от Христа по канону пишут предтечу или Николая. У заказчика оказались свои соображения о том, кто должен стоять справа от Христа. И деревянный стул, похожий на царское место, в древних храмах тоже был. Хозяин дворца поменял аквадискотеку на трон в алтаре. Личное православие у Путина конвертируется и в политику. В 2004-м он стал крестным отцом дочери Виктора Медведчука. Так глава украинской пророссийской партии сделался кумом президента, человеком Путина в Киеве. Крестной матерью стала Светлана Медведева. Кумовство здесь валюта допуска к телу. Даже Оливер Стоун просил Путина крестить свою дочь. Голливудский режиссер стоял в той же очереди, что и украинский олигарх. Но это и понятно. Помните потом, как Путин спасал Медведчука? Его даже обменяли на азовцев, казалось бы, на которых никого не поменяют. Но главное в семейном предании Путина – это дед Спиридон Путин. Повар, кормивший Ленина в горках и Сталина на даче. Повар 2 вождей, переживший обоих работодателей. Уже само по себе достижение для той эпохи. В мае 2026-го, по традиции последних лет, перед экономическим форумом опубликовали найденную в архиве метрическую запись 1879 года. Спиридона крестили в деревне Дудино под Тверью, в крестьянской семье. Родословное древо уже выставляли на форуме «Награды отца То». И еще одно имя – Алина Кабаева, конечно же. Она возглавляет совет директоров национальной медиагруппы. Доход гигантский, вы об этом знаете, 785 миллионов рублей. Гораздо больше, чем любые думские зарплаты. Холдинг, который она возглавляет, каждый день рассказывает стране о Путине, о ее сыновьях он молчит, конечно же. У Путина и Кабаевой 2 сыновей. Иван родился весной 15-го в клинике в Лугано, Владимир весной 2019-го в Москве. Живут они в изоляции на Валдае под охраной ФСО. Для семьи построен терем в 1200 квадратных метров. Помощница ездит в резиденции служебной железнодорожной веткой. Кремль ничего не подтверждает. Дети, которых не существует, живут в тереме, которого нет, и к ним ездит прислуга по железной дороге, которой нет. И вот фамилия. В документах прикрытия мальчики записаны как Иван и Владимир Спиридоновы. Путин прячет сыновей внутри отчества своего отца. Конспирация с душой. Чужим не найти своим родовое имя. Теперь сложите все эти карточки этого года. Вот в мае госагентство печатает метрику деда Спиридона. В августе мощевоз привозит в страну руку святого Спиридона, и она едет к выборам. А в закрытых документах подрастают 2 Спиридоновых. Совпадение очень красивое. Сергей Пугачев, который знал Путина еще до президентства и сам же, по его словам, водил его в Сретенский монастырь, его формулировка дословно такая. Надо понимать, что у Путина нет никакого духовника. По крайней мере, по моему мнению, Путин неверующий человек и религиозно необразованный. Религиозно необразованный. Мне кажется, что это очень точная формулировка. У образованного верующего есть система координат. Вот вера, вот суеверие, вот грех. А необразованный берет все подряд, без фильтра. Авторитет двоечник. Он берет мощи, понты, астрологов, шаманов, генералов-телепатов. Подполковник госбезопасности другого образования получить и не мог. Он вырос в конторе, где духовенством ведал отдельный отдел, а патриархи проходили по бумагам под агентурными кличками. Для чекиста храм – объект оперативного обслуживания. Каша в этой голове заварена у него еще на Лубянке. А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Только Пугачев знал одного человека, а страной четверть века правит уже другой человек. Тот первый пользовался инструментом. Этот обходит по ночам пустые храмы, целует косточки, лежит в вытяжке из оленьих рогов, держит при дворе штат старцев и не трогает шаманов.
министра обороны, конечно, а других трогает. И не видит в этом наборе никакого противоречия. Инструментом не пользуется в одиночестве. В 4 утра где-то в темноте. Обычного человека с таким набором ритуалов давно показали бы врачу. Путина телевидение показывает стране как образец глубокой личной веры. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. Православием это трудно назвать. В православии есть хотя бы канон. Получилась смесь какая-то из мощей и понтовых ванн, святой канавки и астрологов охраны, икон с боевыми задачами и жертвенного орла из телеграм-сливов. Тайные обряды для своих, о которых мы узнаем случайно из обысков и утечек. У этой религии нет названия, нет писания, нет заповедей. Есть только допуск по спям. Сатанизм, там оккультные услуги, всякие колдуны и так далее. Бред просто. Неограниченная власть, помноженная на полную религиозную безграмотность. Все публичное – это пиар. Можно списать на витрину. Свечки, ковчеги, проруби в эфире. Но домовые церкви множатся. Показывать это все некому. Значит, у них серьезно такая каша в голове. Из бреда сразу все. И казанского входа, и шаманы, ванны. С этой кашей в голове государство вошло в войну. В парке Патриот стоит главный храм. Ступени отлиты из трофейного оружия вермахта. В храм ходят по вермахту. Главную икону спас нерукотворный на досках от лафета Петровской пушки, поднятой со дна Невы. Оплатил лично Путин, а потом начал дарить ее списки командованием. 4 предела расписаны по родам войск. Илья Пророк отвечает за десант, Андрей Первозванный за флот, Александр Невский за сухопутные силы, а великомученица Варвара за ракетные войска стратегического назначения. У ядерной ракеты есть небесная кураторка. Хочется верить, что хотя бы у нее нет плана по применению. Для храма подготовили и мозаику Путин, Шойгу, другие руководители на фоне ликующей толпы с плакатом «Крым наш». После утечки панно тихо демонтировали за месяц до открытия. Песков передал слова Путина: «Благодарные потомки когда-нибудь оценят, но сейчас рано». 13 марта 2022, через 2,5 недели после вторжения, Кирилл передает главе Росгвардии Золотова августовскую икону Божией Матери, образ Богородицы, явившийся русским войскам в 1914 году. Та война закончилась для России революцией, крахом армии и расстрелом царской семьи. Икона одной проигранной войны едет на другую. Золотов обещает, что образ защитит российское воинство и ускорит победу. Икона получает боевую задачу из уст директора силового ведомства. Это единственная задача этой войны, о выполнении которой точно никто не спросит. В мае 23 года запускают Всероссийский молебен о победе. Ковчег с мощами Георгия Победоносца отправляется по 100 городам, включая оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Мощи едут по территориям, которые еще простреливаются. Логистика – чудо. Гораздо лучше военной. В день старта Кирилл вручал иконы десантникам, отправлявшимся на фронт. В том же году Эрмитаж отдал церкви серебряную раку Александра Невского, чью икону вручали Путину после первой инаугурации. Договор на 49 лет. 8 грузчиков, ящик по полтонны. Музейщики сопротивлялись, а теперь это ежегодный госритуал. Крестный ход по Невскому с выносом ковчега. Есть в этой войне и календарная странность. Мобилизацию объявили 21 сентября 2022 года. По церковному календарю это Рождество Богородицы. По государственному – День воинской славы России, годовщина Куликовской битвы Дмитрия Донского. Эту дату в Кремле знают наизусть. Она в федеральном законе. Аннексию 4 областей подписали 13 сентября, в День веры, надежды, любови. В ту же дату, когда начиналась чеченская и сирийская операции. Мобилизацию объявили в День воинской славы в честь битвы Дмитрия Донского, а через 4 года те же люди вскрыли гробницу самого Донского и повезли его кости на эту же войну. Мобилизовали человека, получается.
21 сентября 2022 года Путин вышел с телеобращением. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Через 4 дня патриарх служит литургию в скиту под Переделкиным и объясняет, что будет с мобилизованными после смерти. Вот дословно прям, без пересказа. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершает. Государство требует тела. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. В марте 24-го собор под председательством Кирилла публикует наказ. Война названа священной. Россия защищает святой Русь, Запад впал в сатанизм. Всемирный совет церквей ответил, что совместить такой текст с христианским призывом к миру невозможно. Но Всемирный совет церквей далеко, а Совет Безопасности рядышком. За этими словами остаются люди. Жители Бучи, погибшие на улицах и во дворах, разрушенный Мариуполь, могилы в Изюме, российские мобилизованные, которых отправили убивать и умирать, а домой вернули в закрытых гробах. Священный словарь не возвращает ни одного человека. Они действительно так живут. Вера, суеверие, война, власть, убийство, у них все смешалось. И у этого это страшнее любого цинизма. С циником можно хотя бы договариваться, у него есть цена. Церковь в этой системе один из поставщиков магии, наравне с шаманами и астрологами. Страной управляет закрытый культ. И у культа теперь есть война. В Херсоне в октябре 2022 года, готовя бегство с правого берега, российская администрация спустилась в крипту Екатерининского собора. Под полом там 230 лет лежал Григорий Потемкин, фаворит Екатерины, основатель города. Кости вынесли и увезли вместе с памятниками Суворова и Ушакову. Глава оккупационной администрации назвал вывезенные кости святынями. Адреса не называют до сих пор. Армия отступила, чиновники сбежали, кости прихватили с собой. Из всего Херсона Россия удержала только покойника. И где он лежит сейчас? Возможно, в личном склепике Путина. В этом и есть мощи Путина. Чужие кости, которыми подпирает власть. Войну начал Путин, и отвечать за нее придется живым. И если это видео показалось вам важным и интересным, перешлите его тем, кто до сих пор уверен, что страной управляют холодные прагматики. Пусть посмотрят, как этот прагматизм выглядит вблизи. Поставьте лайк и подпишитесь. И чем больше реакций, тем большему числу людей YouTube покажет этот ролик. А поддержать мою работу можно по ссылкам в описании. Patreon, либо Вжух VPN. Меня зовут Иван Жданов. Берегите себя.